Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой замечательный ажурный узор с шишечками-узелками. Идею этого узора я взяла с вот этой модели. Это схема, по которой я вязала и как я увидела этот рисунок на модели. Как видно по схеме, узор очень простой, с ним справится даже начинающий мастер, но в таких узорах некоторых останавливают и вызывают некоторые затруднения сами шишечки. Потому что классические шишечки зачастую на тонкой, нежной или хлопковой пряже смотрятся достаточно грубо. Я хочу показать, как делаю я вот такие шишечки. Узор полностью я провязывать не буду, он читаемый и интуитивно понятный. Я провяжу только один ряд, чтобы показать именно вот эти шишечки. Итак, приступим. Я провязала 8 рядов данного узора. И сейчас я буду провязывать 9-й ряд этого узора вместе с вами. Так как это у меня образец, то я начинаю просто лицевыми петельками. Далее вяжу по схеме 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые, 2, 3, 4, накид, лицевая, и вот эта петелька, здесь у меня будет шишечка. Что я делаю? Я из одной петли вывязываю 7 петелек. На самом деле можно их вывязывать любое нечетное количество, но для данной пряжи мне вот показалось, что 7 в данной ситуации оптимальное количество. Итак, первая петля, накид. Вторая петля, накид, третья петля, накид и четвертая петля. Итого у меня получилось 7 петелек я вывязала из одной петли. 2, 4, 6, 7. Далее я первую петельку возвращаю на левую спицу. В данной ситуации нужно смотреть, чтобы петельки не были скрещенными. Все мы вяжем по-разному, поэтому каждый сам смотрит и переснимает. Вернула я петельку первую на левую спицу и провязываю ее лицевой. Теперь на эту лицевую петельку я буду нанизывать 6 предыдущих петелек. Я беру аккуратненько, поднимаю ее. И сбрасываю вот таким образом. Первая петля вот остается у меня на спице. Одну сбросила. Далее следующую поднимаю и точно так вот сбрасываю ее. Смотрю, чтобы петельки ровненько по порядочку ложились на эту петлю. Эту петельку можно первую немножечко как бы вытянуть, чтобы ровненько ложились те 6 петелек. И продолжаю по порядочку нанизывать петельку за петелькой на первую петлю. Делать это лучше не спеша, чтобы все получалось ровно и аккуратно. Вот я надела 6 петелек. Теперь нужно немножечко петлю как бы затянуть. После того, как я выровняла все петельки, я затянула петельку. Далее я эту петлю провязываю лицевой. Опять-таки смотрю, чтобы петельки не были скрещенными. Провязываю ее просто лицевой петлей. Вот таким образом. Далее я поднимаю вот эту перемычку, которая под шишечкой. Вот таким образом я ее поднимаю.
надеваю на правую спицу и сбрасываю петлю шишечки через нее. Вот таким образом. Сбросила. Теперь выровняла еще раз, все поправила в шишечке и немножечко затянула петлю, чтобы шишечка у меня была зафиксирована. Все, шишечка это провязано. Теперь я продолжаю вязать по схеме. Лицевая, накид, 3 вместе. 3 вместе в данном случае я провязываю так, чтобы центральная петля была посерединке. Далее накид, лицевая. И здесь еще одна шишечка у меня. Из одной петли вывязываю 7. Одна петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и 7 петля. Далее я первую петлю переношу на левую спицу и ее провязываю лицевой. Немножечко вытягиваю. И через нее перебрасываю оставшиеся 6 петелек. Вот таким образом. Снимаю и перебрасываю. Первая петелька все время остается первой. Смотрю за тем, чтобы петельки ложились по порядку и ровно. Пятая петля, четвертая, теперь пятая петля и шестая петля. Посмотрела, если нужно какую-то петельку, поправила, немножечко подтянула первую петлю, переношу ее на левую спицу и провязываю лицевой. Далее я поднимаю вот эту перемычку, которая вот прямо под шишечкой находится перемычка, поднимаю ее, надеваю на правую спицу и сбрасываю петлю шишечки через эту перемычку. Вот так это выглядит. Подтягиваю ниточку и шишечка вот у нас готова. Она уже зафиксирована, вот так она и останется. Все, что вам не нравится в шишечке, поправляется до того, как вы затянули ниточку. Далее идет лицевая, накид и 4 лицевых. 2, 3, 4. Заканчиваю раппорт 2 вместе и разделительной изнаночной петлей. Дальше довязываю просто лицевыми. Вот такие вот шишечки у нас получились. Изнаночная сторона. Вот как шишечки выглядят с изнанки. Здесь полотно полностью ровное, гладкое. Они абсолютно не мешают телу и очень комфортны в изделии. Изнаночная сторона провязывается по рисунку изнаночными петельками. Лицевые только петли, разделяющие раппорты. И вот когда по изнаночной стороне вы провязываете шишечку, просто смотрите, чтобы у вас петелька была тоже не скрещенная. При моем способе вязания я, получается, переворачиваю петельку, чтобы она не была у меня скрещенная. И шишечка смотрела ровно, а не в сторону. И вот таким образом провязываю до конца ряда все свои шишечки. Вот такие маленькие шишечки-узелочки, они отлично смотрятся на кидмахере,
на хлопковых вещах. И, в принципе, на любой тонкой пряже они смотрятся значительно эффектнее, нежели классические, с моей точки зрения. Вот, что у нас получилось. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек. До встречи на канале.